Бытие 42, Genesis 42, в первом стихе. «И узнал Яков, что в Египте есть хлеб». Я хотел просто обратить внимание на то, что иногда мы читаем о Якове, иногда об Израиле. Sometimes you read verse 1 about Jacob, other times you read Israel. В пятом стихе «И пришли сыны Израилевы». Verse 5, and the sons of Israel came to buy corn. Мы знаем, что Бог переименовал Яков на Израил. You know that God changed Jacob's name from Jacob to Israel. Но Яков, в принципе, означал хитрый или обманщик. Jacob basically meant sort of sly, deceitful, etc. И до конца, кажется, Яков не изменился. У него все равно был в каком-то степени эти вот старые понятия, его старый образ жизни, но он тоже жил по-новому. Поэтому новому имен Израил. So Jacob still had the old characteristics, and yet he had been given a new name, and he partly changed and partly didn't. И поэтому я думаю, что то, что мы читаем здесь, в Писании, как-то является отражением этого факта. Иногда Бог его называет Яков, иногда Израил. А после того, что он умер, вообще мы читаем Израил. And so it seems to me that the way the record is written by God, alternating between using Jacob and Israel, is a reflection of God's recognition of that fact. Поскольку человек принимает крещение, мы это принимаем во имя Иисуса. Мы тоже получаем новое имя. Помните, наши возлюбленные песни. У нас новое имя. So we also, in baptism into the name of Jesus, have been given a new name. Но, к сожалению, мы не всегда живем согласно тот статусу, который Бог дал нам. We don't always live according to the status that God gave us. Итак, в первом стихе. Что вы смотрите? There's one strange phrase. Why do you look one upon another? Я думаю, что у них была совесть. I think they had a conscience. Совесть of Иосифе. Conscience about Joseph. Они знали, что вполне логично, но мы умираем здесь от голода, ну тогда нам надо в Египте. Там есть хлеб. Но кто там? Joseph. Of course they knew there's bread in Egypt. Well, why don't they go to Egypt then? Because Joseph was there. Хотя, кажется, они только смотрели, в английском написано, смотрели друг на друга. Why was they just looking at one another? Кажется, без слова, without words. So, без will. Ну что, если? В самом крайнем случае, Иосиф как-то там. They were thinking, although they didn't say it, what if we bump into Joseph down there in Egypt? И, конечно, когда они пришли туда, and when they got there, в 6 стихе, и поклонились ему лицом до земли, and they bowed down their faces to the earth. Разве вы не думаете, что они как-то вспоминали этот сон, который Иосиф снился? When they bowed down in verse 6 to the ground, you don't think that they remembered the dreams? Не вспоминали. Я думаю, что подсознательно они вспоминали. Они же не узнали. Они еще не узнали. Нет, ну это я понимаю. Это мое впечатление. Ситуация-то какая? Они, конечно, не знали, что это Иосиф. Да, да? конечно. Они, да. Но я считаю, что поскольку они поклонились, и это очень глубокая совесть. Это было. Да, на уровне такого вне сознательности. So my suggestion is that when they bow down to the earth, on the record says this, they do this many times. Sure, they didn't realize it was Joseph. But I believe that surely within their subconscious, although they didn't verbalize it, there would have been in each man a sense of, yeah, this is what Joseph dreamt about us bowing down. Потому что это очень необыкновенно. В одном семье, где все как-то разъехались от друг друга и жили в другом местах, чтобы они все вместе в одном и том же
место, и все 11 человек поклонились лицом до земли к одному человеку. Это очень редкий случай в жизни, что все братья, они не молодые. Некоторые за 50, даже 60 лет. It's too coincidental that these men, some of whom were 50, even 60 years old, but 11 brothers, 10 brothers are in one place at one time. You can hardly get a family reunion anywhere. And these guys were mature men, but they were all in one place at one time and all together bowed down to another man. Это слишком похоже, очень похоже на то, что Иосиф снился, и это видимо, что тот сон им очень огорчил. Они поэтому это типа вспоминали. Now, they must have seen the similarity, because it's too freaky as a coincidence that, hey, we're all together, although we're mature men living our own lives and our own families, we're all together in one place at one time, and we are all bound down to the earth. They had never done this at any other point in their lives. So psychologically it triggered, must have done. В втором стихе Яков сказал: купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть. Jacob says in 2, go and buy food so that we don't die. Бог обещал ему, что в конце концов через его семью будет спасение. И его потомки будут как бы вечны. Так я думаю, что это тоже не полная вера в обетование. Это так, как Исаак и Авраам думали: ой, я сейчас в Египте или у этого Авимелех, мне надо солгать мою жену, вдруг я умру. Бог обещал, что не будешь. Значит, в конце концов, вы будете дети. And so I think that when Jacob says, if we don't go and buy bread, we're going to die, I wonder if that is a slight lack of faith in the promises that his family were to continue eternally. Because Abraham and Isaac had the same problem. God had promised them that through their seed, especially to Abraham, through his seed, there was going to be all this blessing, but then before he's had the seed, he gets to Egypt and he's with Abimelech and he lies. He says, oh, well, I have to lie about my wife in case they will kill me, otherwise they will kill me. Well, I take that as a slight lack of faith. Почему я как-то обратил внимание на то, что у них была несовершенная вера? Why am I underlining the fact that their faith was not complete? Потому что не потому, что мы считаем, что этих людей, так как святых, да, белым лицом и так далее, как иконы, они для нас примеров именно из-за того, что у них были такие слабости, и Бог укреплял свою веру. So I'm emphasizing this because there can be the sense that these Old Testament characters are like icons in the Orthodox Church, the sort of white-faced saints. And they are examples to us not because they were totally full of faith, but because of the development of their faith. It is in that they are our examples. И, конечно, возникают вопросы, зачем Иосиф так поступил с ними? And the question is, of course, well, why does Joseph go through this whole weird rigmarole with them? Почему он не сразу сказал, ну, братья, это я? Why doesn't he say, oh, my brothers, it's me? Я думаю, что он их очень любил. I think he really, really loved them. И он сказал раньше, 40 глава, 15 стих, как-то он объяснил его прошлое. Он сказал, ибо я украден из земли евреев. Он мог бы сказать этих ребят в тюрьме, ой, столько случилось, мы злые братья были, и они так и так сделали. Он очень защищал, даже в том времени. I think he really loved his brothers with an amazing love. And I see that reflected back in chapter 40, verse 15, when he says, he's explaining his background to the guys in prison. He says, I was stolen away out of the land of the Hebrews. He didn't say brothers said, which is, you know what guys, I had a real bad, dumb lot of brothers.
and they abused me, and they did this, that, and the other thing. He says, I was kidnapped. He wasn't kidnapped. He was sorry. He looked at them very positively. Я думаю, что он самое главное хотел, чтобы они покаялись. Он думал самое главное о их своем спасении. He wanted more than anything else their salvation. He wanted them to repent. И тоже в наших отношениях с друг другом. Это должно быть на самом первом месте. Я хочу, чтобы тот брат, тот сестра будет в Царстве Божьем. Самое главное. And this should be our attitude to our brother, that we want, most of all, that brother, that sister over there, comes into God's kingdom. И тот принцип должен как-то решить все наши вопросы, как подходить, как относить к этому человеку. And that desire for their salvation is what guides our relationship with them. Наверное, кто не то сделал, ты не сразу, допустим, нападаешь на человека, ты думаешь, как я могу помочь тот человеку в Царстве Божьем. So when you see someone amongst us falling into some error, in your opinion, the question is, well, how can I help them to the kingdom? And is jumping on them going to help them to the kingdom or not? Итак, Иосиф все это устроил, по-моему, чтобы они поняли то, что они сделали. So he does all this, I think, to help them realize what they had done. Он сказал, что и тоже, чтобы помочь им понять то, что он страдал, and also to help them to understand his sufferings. Он сказал, вы шпионы. Это, конечно, фальшивее. So he says to them, you're spies. Well, that was a false accusation. И они, конечно, думают, да нет, я не шпион, это не то. And of course they felt, no, but I'm not a spy, that's not true. Когда Иосиф был у Потифера, его жена так сказала, он пробовал насиловать меня. You remember, of course, when he was with Potiphar's wife, falsely accuses him of trying to rape her. Он хотел, чтобы они поняли то, что он страдал. So he does this to help them try to understand what he had been through, to help them understand his sufferings. Иосиф является один из самых прекрасных прообразов Иисуса Христа. And Joseph must be one of the most detailed, sustained types of Christ. И это именно стиль Иисуса с нами. That's exactly the style of Jesus with us. Он хочет, чтобы мы поняли его страдания. He wants us to understand his sufferings. И поэтому он как-то устроит ситуацию в жизни каждого человека здесь, чтобы мы как-то поняли что-то о его страданиях. And so he sets up situations in life so that we come to appreciate how he suffered. Поэтому ту главу, которую мы прочитали вчера, от Матфея 27, распятие Иисуса, нам надо не только это, но несколько раз в год прочитать по спутнику Библии. Это правильно, что у нас обряд преломления хлеба, чтобы постоянно у нас есть перед нашими глазами его страдания. Почему? Потому что это как-то поможет человеку понять, что да, я страдаю, чтобы участвовать на каком-то часть его страдания. This is why the chapter we read yesterday about the crucifixion, we shouldn't just read these chapters about the crucifixion a few times a year. This is why we have the breaking of bread. This is why the cross of Christ is to be ever before our eyes. Because in it we start to see the reasons for our own suffering. Наверное, физический боль. Это самый простой пример. Suffer from physical pain. That may be the most obvious connection that helps us to understand his sufferings. Если у нас были какой-то опыт предательства, зачем это? Зачем это Бог разрешал? Это чтобы мы сможем понять, как Он чувствовал в руках Иуда Искариота и вообще Израилю. If we've gone through, let's say, experiences of betrayal, why does God allow all this to happen in our lives? Why? Well, because, let's say, betrayal. That helps you to understand something about the feelings of Jesus at the hands of Judas and in fact the people of Israel, the leadership of Israel. Итак, Иосиф, по-моему, поднял всякий тот вопрос об шпионе, чтобы они знали, как это чувствовал, как он сочувствовал
И как он чувствовал, пока он был там у Патифера, и она сказала, ты меня трогал, когда ты не трогал. Он хотел, чтобы они поняли. Если он сказал бы, ой, ребят, привет, это я, Иосиф, давай, кушаем вместе, ну, я расскажу, что случилось в моей жизни. Ну, я понял какой-то парень Патифера, и знаете, вот его жена сказала, что я ей трогал, это не то, они бросили его в тюрьме, я из тюрьмы, и вот я сейчас. Он мог бы это сделать, но он хотел, чтобы они чувствовали, что случилось с ним. You see, Joseph could have said to them, oh, hi guys, it's me, Joseph. Now, I've forgiven you, now let's sit down, let's have a meal together. And they would have said, yeah, so what's the crack? Like, how'd it go? What happened in your life? Well, you guys sold me to this fella, and they sold me on to Potiphar, and his wife accused me of touching her and all that, and so I got chucked in prison. I come out of prison and I'm here. And they said, oh yeah, that's pretty cool. But he wanted them to understand how it felt. Не из-за того, что он такой гневный человек, он думал, я страдал, я хочу, чтобы ты будешь страдать. Нет. Есть такие люди, которые страдал, я хочу, чтобы ты будешь страдать, потому что я страдал. Нет, это не похоже. Now there are people in life who suffered, and they have a chip on their shoulder, and they think, if I suffer, I'm going to make you suffer. And there are people like that, plenty of them in life. And this is different. This is not as Joseph was. It's why I explained to you that I think he passionately loved them. And he wanted them to understand him. Это так, как, например, мы сможем садиться с друг другом, допустим, два человека, ты объясняешь человеку, наверное, у нас есть такой опыт, ты объясняешь человеку ну, какие-то события в твоей жизни. Ты столько, пару часов говоришь, да, ну, запомни, да, ой, бедный ты, ой, как я с тобой. После этого ты чувствуешь, нет, я объяснил, а ты ничего не понимаешь. Maybe you had the experience that you're sitting with someone and explaining to them a very personal thing that happened in your life. You can talk to them, say, for a couple of hours. And I've had this, and you talk to the person and you explain, because they're your friend, and they say, yeah, you poor thing, oh, yeah, I'm really with you. But at the end of it, I have had that feeling, you don't understand nothing. You don't understand anything of what I went through. И это было бы похоже, если Иосиф так сделал, ну, ребята, так и так случилось. Нет, он с любовью предлагает. Все это сделал, чтобы они сами поняли. Потому что, хотя не написано в Библии, это точно, что после всякого этого он объяснил бы им, что случилось. И когда он это объяснил Патифера и его жена, тогда они поняли, что, как он чувствует. And so I think this is what Joseph was doing here, because although it's not written in the Bible, it's pretty obvious that after all this business was over, he would have told them his life story. He would have told them about Potiphar and Potiphar's wife and all that stuff. But before he did that, he wanted them to actually be in a position where they could empathize with him. This is the difference between sympathy and empathy. И, короче, Иисус и тоже хочет, чтобы мы будем абсолютно его место в некоторые аспекты, его распятия, его страданий. And so this is how the Lord is working, Lord Jesus is working in our lives, for His Spirit, to bring us to a position where at least parts of His sufferings and His experience, let's say, His experience, we can identify with. И в 7 стихе он показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово. Я понимаю, что он говорил с ними сурово, это часть его показания. Это не то, что я страдал, вы будете сейчас страдать. Нет, это все часть этого показука, это маска. And 7, he made himself strange unto them and spoke roughly unto them. I believe that the speaking roughly unto them is grammatically connected with making himself. He made himself two things, strange to them, and he made himself appear roughly. So this is not a man who suffered making other people suffer. Somebody else did. И это,
Что было? Это все какой-то процесс, который он придумал. And it's all a process that he consciously thought up. А разве он знал, что это они? У нас впечатление, что он просто на работе, а кто это? Это мои братья. Поэтому он все наизусть моментально, пару секунд это все придумал. Я не думаю. Я думаю, что он догадался. Я раньше вам объяснил, что я думаю, что он не потерял веру в этом сон. Он знал, что это исполняется. Он думал, ага, голод есть, вот и это скоро исполняется. Итак, я думаю, что он все это придумал до этого. Он не просто моментально пару секунд, а кто это? Господи, это мои братья. Ага, ладно, я буду так и так делать. Это слишком подробная схема. Придумать пару секунд. I said earlier that I think that Joseph never lost faith in his dreams. He believed that they would come true, because that's why when the other guys of Pharaoh and the guys in prison have dreams, he says, look, for sure this is going to happen. God gives dreams and they happen. And God had given him dreams and they appeared not to happen, but he knew that they would happen. The whole complex process that he goes through with his brothers here, I do not think he could have thought up within a couple of seconds, because the impression we get is there he is, and suddenly these guys are in front of him, and he thinks like, blimey, that's my brothers. And I don't think that like in a couple of seconds he thought out all this. He had thought this out, and he knew there's famine in Egypt. I reckon this is going to be the answer to my dreams. So he thought all this out. Я думаю, что он это все специально придумал. Когда это будет, когда мой сон исполняется, тогда я буду так и так делать. So I think that he thought all along, when my dream is fulfilled, this is how I'm going to do it. When they are bowing down to me, I shall put them through this process. Для нас тоже иногда кажется, что то, что Бог обещал нам, не исполняется. И нам не надо потерять веру в это. And of course for us, the obvious lesson is that God has made great and precious promises to us, and there are many times when it seems it's sort of not going to come real. The challenge of faith. Be like Joseph and hold on to the promise that God has given each of us, because it shall come true. It's just you have to wait for it, and it may not come as soon or in the way that we quite expect. Итак, они сказали в 11 стихе, когда он сказал, что вы шпионы, нет, вы все дети одного человека, вы люди честные. Да, они совсем не честны. Не только в отношении Иосифа, Юда, Фома и всякие, это нет. Симеон, Левий, как они уничтожали, помните, этих людей, которые взяли Дина, Сихема, они далеко не такие. И они это знали. Он сказал, вы шпионы? Да нет, и честно нет, мы честно. А опять, лучше совестно. Они все знали, что мы не честны. So, he says to them, you're spies, and they say, no, we're not spies. We are honest men. No. As soon as the words had come out of their mouth, we are honest men. Again, subconsciously, right deep in the conscience, this would have triggered. Because they weren't honest men. Not only that they lied their heads off about Joseph, but they were not honest. Look at Judah and Tamar, look at Simeon and Levi, and a whole bunch of them deceiving the Shechemites about circumcision and all this kind of stuff. These guys were not exactly honest. Я даже сказал бы, что ощущение из всяких этих историй семья Якова, это потому что они все так, как отца, Яков, все хитрые, нечестные. My impression reading the whole story of Jacob and his family, his kids, is that they were characterized by the name Jacob. They were not honest. Но Иосиф, это, конечно, знал. И он как-то устраивал, чтобы этих слов мои люди честные шли бы сразу. Ты шпион. Нет, я не шпион. Он знал, конечно, что они не шпионы. Он специально это сделал, чтобы эти слова мои люди честные вышли бы из своих рота. Чтобы
Он знал сразу. Я поэтому, это будет что-то в совесть, как бы трагика. No, совесть. So I suggest that he really had set this up consciously, very cleverly, right from the start. Well before he just happened to see his brothers, catch sight of them, and think, that's my brothers. He set this up so that those words, no, we're honest men. He set it up so those words would come out of their mouths. And he knew that as soon as those words were out of their mouths, it would flick their conscience, because they knew, in this point we're honest, but they weren't generally. В 17 стихе они начинали объяснить. In 13 they begin to explain. Вот, меньше теперь с отцом нашим, а одного не стало. Значит, умер. So they say, one, the youngest is with our father, and one is not. It's второй стих, 32. Еще раз они повторили к Якову то, что они сказали. And they repeat to Jacob in 32 what they said. Они сказали, что мы сыновей от отца нашего одного не стало. И Яков, 36 стих, это, в принципе, повторил на еврейском одно и то же слово. Он сказал им Яков, вы лишили меня, дети, Иосифа нет. Он сказал, вы лишили меня, дети. Он как-то понял, что разве какой-то зверь ему нашел? Нет. Ну ладно, они повторили тот ночь столько раз, что он не стал, ему нет. Что они начинали даже это верить. И это чаще всего так есть. И что, если повторяем ночь, мы честно начинаем думать, что это так и было. Внушение. Yeah. So you pick up a couple of things in this. One thing is that if you keep on telling a lie long enough and often enough, you do actually genuinely come to believe it. And you see this in all sorts of religious things, relationships between people, that people become convinced that something really happened that didn't because they told the lie so often. Проблемы, которые есть в отношениях между людьми, кто солгал. И тот человек в течение столько лет повторяет тот ночь столько раз. В таком степени он начинает быть убежден, что это случится. И это является огромный барьер между людьми, особенно семейным проблемам. And this, I would say, is a very common problem in family breakup and family problems. That somebody gets an idea in their head about somebody or something that happened that is not true, but because in their own head they keep on repeating it, they repeat it to others who repeat it back to them, they honestly become convinced it's true, well, it's not. And I'm saying that when Jacob says in 36, you bereaved me of my children, Joseph is not. Did he really believe that story when they came back that day with the coat of many colours with the blood on it? I don't think he did completely believe it. He knew what a rotten lot they were. He doubted. Итак, что мы видим? What are we seeing here? У Якова был подсознательным убеждением, что да, вы лишили меня, дети, 36. И у братьев был такой, по-моему, подсознательный совесть в Иосифе, что как-то это разве не Иосиф перед нами, тот человек. So you see here a theme being developed of men with a conscience about something that they feel or fear is true. Jacob has this fear underneath that you, it's here actually in the Russian Bible, that you took my Joseph from me. And you also see that the brothers, in my opinion anyway, have underneath in their conscience, although they cannot speak it, this sense that this guy in front of me is Joseph. Поэтому все начинается в первом стихе. Что вы смотрите? Когда эти братья там смотрели друг на друга в тишине, поэтому весь тот история начинается с этим стихом, что было кое-что подсознательно. And this section begins, I said in verse 1, why do you look one upon another?
And I think that introduces this theme, that these men had an unspoken, unverbalized fear of conscience. У нас все есть такое. We all have something similar. У нас все кое-что похожее. Какую-то совесть, какой-то страх, какой-то подсознательный, то, что мы не сможем сказать словами, даже не сможем признать себе, перед Богом, друг другу. Совесть где-то есть. Какой-то недостаток или то, что мы думаем, наверное, это прав. We all have things, maybe moral issues, that beneath consciousness is there in our conscience. Things that we maybe suspect are true, but we could never actually verbalize that belief, that suspicion, that hunch. И вот история здесь показывает, что Бог это видит. И через всякие, это очень сложное испытание, которое Он вел здесь, Он сделал это, чтобы проявить то, что есть в глубине, совесть, чтобы это как-то шел открыто. Чтобы это, совесть плохое, или даже не совесть в моральном плане, а то, что мы думали, это вроде правда, начинается явиться как-то открыто. This is how God is working in our lives, in this very complex way that He works in all human life, in your life, mine, and in the lives of these guys here, in order to bring conscience to the surface, in order to help us face what is hidden to ourselves and which we cannot even speak about to ourselves, to God, or to each other. Это все очень красиво. Очень красиво. It's very beautiful how this is done. It's quite profound. Итак, 21. 21. Видите, как это начинается действовать. Действует процесс. You see how the process begins to work. Говорили они друг другу. Точно, мы наказываемся за грех против брата нашего. Truly, we are guilty concerning our brother. И они сказали, что, и, наверное, ударение на том, что 21 мы видели страдания души его, когда он умолял нас, и мы не послушали его. Зато и постигло нас горе сие. То есть они поняли, да, он кое-что очень хотел, и мы не послушали. Сейчас мы хотим что-то, кое-что от этого человека, и он, кажется, не послушал. Он не даст нам то, что мы хотим. Опять, Иосиф хотел делать, но он все это устроил, чтобы они поняли его страдания. Когда он там был, в этом рва, и он кричал, и просил, и они не ответили. Он хотел не за то, что он жестокий, а хотел, чтобы они поняли бы, как он чувствовал. Опять, Иосиф является прообразом Иисусом. Иисус и так же делает с нами, чтобы мы почувствовали и познали бы его страдания. Не просто так принять спасибо за то, что ты пострадал для меня, а чтобы на самом деле какой-то процент сможем сказать, что ой, я тоже это испытал. So again you see in 21 what he's doing, that there they are begging him, and apparently he is not answering them, he's not giving them what they want. And they realize that's how we were with Joseph when he cried out to us for something and we didn't hear. So again, he is bringing them through this thing to realize how he felt when he was in the pit. And the whole thing is, we know, a type of Jesus, and Joseph in the pit is Jesus on the cross. He's bringing them to understand his sufferings. And this is exactly what Jesus is doing with us. Thankfully, he only chooses a fraction of a few percentage points of his sufferings to teach us how he felt. И это почему? У нас есть страдания. Иногда мы чувствуем, что да, рука Божья есть в моей жизни.
И точно этих, но беда в моей жизни это от него. А зачем? Непонятно. Но просто надо понять, что тот страдание, которое на нас есть, имеется в конце концов, на самом конце имеется значение. И что на каждом событии есть какое-то значение. Это все играет роль в этом большом масштабе. Только так, как и Иосиф, так как и братья в это время. Мы это не видим, но надо верить, что да, это не просто сплошное страдание. Все беда в том, что людей в мире страдают без значения. А мы страдаем с значением на каждый момент. So, in real sense, I think that there is a God who works in our lives, and that all the sufferings that we have in our lives come from God. That, I guess, we don't doubt. But I think we all suffer with the idea of, why did you do this? Why? It seems so pointless. I sense the suffering is from you, God, but why? And we struggle to attach, I guess, meaning to event. And all I can say is that it's a huge comfort that in our lives there is meaning to events. The point is that we, at the point of the event, don't see it, because we don't see the bigger picture, and we shall not see the bigger picture until the end, till we're in the kingdom. But there is meaning attached to events. This is the great difference. I would say the most crucial difference between our lives and those of the world. People in the world also suffer. They also have the same kind of deal as we get in life. They get illness and dying and so forth. But there is not that meaning attached to event in their lives, but it is in our lives. Итак, 24, 24. Отошел от них и заплакал. He turns himself about from them and weeps. Если он такой жестокий, типа того, что я страдал, я делаю, чтобы вы будете страдать. Да нет, он не заплакал. If he was this hard man who says, I've suffered in life, I'm going to make you suffer, he would not have wept at this point. Поэтому это видно, что он все это специально сделал. Хотя на лицом кажется очень жестокий, он это сделал просто, чтобы они поняли бы его страдания. And so, although he turns this hard face to them, apparently, this was just part of the process of bringing them to love him, and bringing them to repentance, and because he loved them. And as I say, he would not have wept at this point if he did not love them. Есть люди, которые говорят, что Бог есть, а он жесток. В одном плане я это как-то понимаю. Потому что кажется так в нашей жизни. There are many people who say, yeah, there's some kind of God, or if there's a God, he's a very hard man, he's very cruel. And you know what, I kind of see it the same. I see that. I would not say that is an unreasonable impression. No. But, это просто тот лицо Иосифа. This is just the face of Joseph. Это все из-за того, что он так хочет. Он так хочет, в конце концов, наше духовное развитие. It's just the face of Joseph. In the end, it's because he wants us to come to him and to be saved. Так как дети, они иногда считают, что папа или мама такой жестокий. Это не жестокость. Like little children, they go through the phase of thinking that mommy or daddy is so horrible to me. You're mean, you're... It's not that, is it? That is a normal frame of human relationships. Итак, берется 43. So, но до этого я прекращаю ваши комментарии. So really we have to go on to 43, don't we? You can't leave it there, it's like a greatest movie, really. But before we go on to 43, I'll invite your commentary or thoughts. У вас какой-то мысль есть? Да, Лида. Мне кажется, что Иосиф это сделал не для того, чтобы почувствовали именно то, что он почувствовал, пережили братья то, что он пережил. А мне кажется, что просто для очистки совести своей, для того, чтобы они поняли и осознали свою ошибку.
Вот, чтобы они пережили именно свое прошение. Ну да, но это тоже часто этого, я не спорю. А я еще хотела сказать, почему братья не могли узнать Иосифа. Они, во-первых, наверняка не могли его представить в таком посту, если так сказать. Да. Они же его продали в рабство. Они считали, ну, допустим, там, конюхом работать, там, что-то убирать, там, Я вообще живой неизвестный. да, живой неизвестный, ну, чтобы представить его в She's saying about it does say Такое- that they didn't recognize на Joseph. таком посту, да. Поэтому они, может быть, даже в черты лица вглянулись, но не могли даже представить, что такое. А можно Я не спорю, что они не познали. I don't deny that they didn't recognize him. Но я имел в виду, что да, в одном плане они не познали. А я имел в виду, что подсознательном уровне. Ну I'm да. saying that they didn't, I agree, but it was underneath conscious level of thought that they recognized. Алексей, Jeremy, Алексей, Jeremy. его же, когда продали в рабство, ему было примерно 17 лет, да? Да, 17 лет. Так это, ну, Прошло тоже столько интересный времени. момент. Вообще известно, что если человек как минимум до совершеннолетия живет в какой-то стране, и для него родной какой-то язык, все равно, как бы, в какую бы он страну ни поехал, все равно у него лингвистические особенности своего языка первого остаются. То есть я, ну, мое личное мнение, конечно, я думаю, это Бог усмотрел, чтобы они как бы не заметили, что это, и они не могли представить, что это их брат, но все равно какие-то лингвистические особенности в его речи, они могли заметить, что он не этот.